Угу. Странно. Поверните устройство. Опять все по-другому. Он должен быть в горизонте. Он просит в вертикали меня. Сейчас мы всех подождем. И будем со всеми здороваться. Да, вот уже у нас люди появились. Привет, привет. Да, всем здорово. Молодцы, что подходите. Я очень рада. Сегодня буду вам показывать стрижки. Так, я сейчас подключу на всякий случай компьютер, чтобы, если что, читать ваши смски. Хорошо? Так что пишите. Не забывайте, спрашивайте меня обо всем. Мне здесь посмотреть. Так, добро пожаловать. Так, ну хорошо. Люди уже так начали собираться. Давайте с вами поздороваемся. Сейчас я посмотрю, подключилась здесь, нет. Как мне это посмотреть? Так. Так, все, девчонки, теперь я вашу вижу переписку. Девчонки, мальчишки, пишите мне. Вопросы какие-то задавайте, и будем с вами работать. Давайте начнем с того, вы меня все называете не моим именем. Меня зовут Ольга Петрова. Живу я в Москве. Вопросы вы все время одни и те же задаете. Я, конечно же, там в личной страничке об этом написала, но, наверное, придется мне представляться вам. Меня зовут Ольга Петрова. Запомните, я не Светлана, не Елена и так далее. Все, давайте работать. Первая модель у нас уже с вами подошла, и я даже успела помыть волосы. Так как я вам обещала марафон коротких стрижек, у нас сегодня с вами будет 4 стрижки. Из них я вам показала, которые будут, а 2 не показала. Почему? Ну, потому что сделала для вас небольшой сюрприз. Так что вот первая модель, зовут ее Леонора. Вот у меня девушка моя уже сидит. Волосы я помыла ей. Будем сегодня делать с вами шикарную короткую стрижку. Давайте приступим. Так, вы пишите, если плохо видно меня. Если хорошо видно, пишите тоже. Хорошо? Так. Ну, конечно, сохранюсь. Девчонки, вы сегодня набираетесь терпения. Да, да, ну автоматически YouTube сохраняет, я тут уже даже ничего делать мне не надо, за нас уже все решили. Значит, смотрите, набирайтесь терпения, мы сегодня с вами работаем до 10. У нас сегодня будет 4 стрижки, и последняя модель наша, там еще будет окрашивание спецблондом. Поэтому вот там я тогда еще вам расскажу про спецблонды, как ими пользоваться. Почему? Потому что вы задаете вопросы, я так поняла, что вы не поняли. Если вы посмотрите предыдущий эфир, там тоже спецблонд. Поэтому ну, немножко побольше поговорим. Хорошо? Так что вы оставайтесь, набирайтесь терпения, берите с собой еду, чай, кофе, ну и готовьтесь к просмотру. Но если хотите, вы можете взять еще также какую-нибудь тетрадку, может быть, сразу же будете зарисовывать форму стрижки, которую вот я вам... Звука нет. Так. Звука нет. Это у меня нет? Ответьте, пожалуйста, мне. Почему звука нет? Дайте-ка я попробую. Звук у меня полностью 100%. Есть звук. Ну все, отлично. Все, спасибо большое. Звук есть. Да, мне кажется, должен быть. Мне
Дети подарили наушники для того, чтобы меня было хорошо слышно с микрофончиком. У меня же был день рождения, и вот дети мне мои подарили. Так что спасибо им большое. Так, ну все, приступим. У нас с вами деление идет. Наше классическое деление для стрижки. Начинаем мы с затылка, конечно же. Проборчик делаем сагитальный от уха до уха. Звук есть, отлично. Спасибо, девчонки, все вижу. Начинаем с затылочной зоны. Так, что-то я, видите, в очках разговариваю, читаю, а стричь не могу, не вижу в очках. Так что забываю все время их одеть. Так, девчат, смотрите, вы можете подкалывать, как я подкалываю сейчас, да? Потому что на самом деле, когда я стригу, я, конечно, уже ничего не подкалываю, я делю пряди так. Ну, потому что у меня уже достаточно большой опыт. А вы обязательно подкалывайте, чтобы вам ничего не мешало. Так, вот вы отделили первый блок. Значит, у нас с вами здесь будет очень коротко. Здесь у нас с вами будет тушевка переходить в объем. То есть нам нужен объем на затылке. Но стрижка будет достаточно рваная. Ну, в общем, она будет красиво смотреться, так игривенько, живенькая. Ее можно назвать и пикси, можно назвать и не пикси. У нас будет просто здесь, опять же, совмещаться несколько стрижек в одной. Сейчас я вам это покажу. Здесь, значит, соответственно, у нас будет стрижка идти градуированная, но будем выходить с нуля. Так как мы с вами уже отделили первый блок, по центру берем прядь. И сразу же здесь делаете направление под 45 градусов. Но не забывайте, у нас здесь будет 0. Потом мы с вами будем дорабатывать. Так, вот эту прядь взяли, я вам показала. Теперь поворачиваю ребром. Поближе подведу вас. Так, видно? Все в порядке, да? Поехали. Взяли прядь сразу же под 45 градусов. Смотрите. Голова ровная, голова нагнута. Учитывайте то, что голова нагибается вперед, поэтому 45 градусов не от наклона головы, а в принципе просто от головы. Вот так, 45 градусов. И начинаем с вами стричь. Так, что-то пишете? Да, так лучше видно. Прекрасно, я рада. Давайте теперь внимательно все смотрите и зарисовывайте себе схемы. Первую прядку мы с вами простригли. Видите, у нас она коротенькая, но не лысенькая. Дорабатывать будем дальше. Переходим с вами на диагональ, как всегда. Помните, я вас учила работать с диагональкой. Диагональный пробор. Показываю. Вот он, видите, по диагональке. И отрезаем. Соответственно, опять же, вам надо сохранить вашу линию. У вас здесь уже появились контрольные пряди. Одна контрольная сверху и одна контрольная там внизу будет, которую вы сейчас зададите. Поэтому просто, опять же, натягиваете 90 к голове и срезаем с вами все. Следующий переходите к следующей прядке. Опять же, диагональным пробором взяли. Натяжение. Срезаем. У вас контрольная всегда здесь есть, вы ее видите. Маленькими шагами, большими шагами идти нельзя. Видите, уже красиво получается. Отлично. Наушники у меня хорошие. Дети подарили, поэтому все хорошо слышно. У нас здесь нет с вами никакого удлинения. У нас с вами нет ни боб и ни каре. У нас здесь с вами переходит все равномерно. Качество видео плохое. Девчонки, что мне сделать, чтобы было качество видео хорошее? Скажите, пожалуйста. Значит, дальше мы с вами поднимаем. Вот эту зону можете проверить сразу. Проверяем аккуратненько. Методом понтинг выравниваем все. Всю эту зоночку свою. У вас должна получиться ровненькая линия здесь, то есть повторяющая форму головы. Здесь вот эти волосы, которые у нас длинненькие, мы с вами дочищаем в конце. Переходите на противоположную сторону. Опять же, диагональный пробор. Так. Так, меня не видно, да? Давайте с другой стороны.
Так, вот так, наверное, будет видно. Диагональный пробор взяла. Вот она, моя контрольная прядь. Срезаем. Помните, внизу я хочу 0. Опять же, следующий мы переходим. У нас прядь передвигается, наша контрольная. Не стоит на месте. За ушками тоже все прорабатывайте аккуратненько. Поднимаем. Дорабатываем линию. Линию, когда вы здесь доработали, обязательно проверяем лево-право. Так, сейчас вот у меня лишние за ушко вылезли. Сейчас уберем. Проверяйте длину. Берете из одной и той же области. Вы можете сейчас сразу подчищать, но я подчищу чуть позже, когда уже волосы более сухие будут. Следующий блок делим. Стрижка в квадрате. Что значит стрижка в квадрате, девчат? Не очень поняла. Стрижем в квадрате? Нет, не в квадрате. Квадрат — это если у нас идет удлинение. То есть квадрат — это у нас с вами идет тогда как бы четко горизонт. Нет, мы с вами повторяем форму головы, не квадрат. Так, также опять по центру. Подходим к центру. Опять наша первая прядь. Вот смотрите, мы с вами простригли уже нижнюю прядочку. Видите, она есть. Вот она, линия наша. Значит, соответственно, мы с вами продолжаем нашу линию. Ставим пальчики. Вот она, видна линия? Давайте я попробую поближе подвинуть. Видна, да? Вот смотрите, вон она, за пальчиками моя линия. Вот она. И я должна ее теперь продолжить. Все, натянули. Все ровненько натянули. И продолжаем нашу стрижечку. Первая прядка готова. Дальше переходим уже на диагональ. Так, и вот смотрите, уже появилась у нас с вами две контрольные линии. Одна вот, вторая сверху. И мы с вами их уже соединяем. Дальше переходим к следующей линии. Я сейчас вас чуть-чуть отодвину, потому что мне нужно простричь зону, и мне очень сильно это все мешается. Вот так. Переходим дальше. У нас подвижная контрольная прядь, она перемещается. Если вы приподнимете, то у нас с вами можно будет доработать аккуратненько вот так на расческу. У нас с вами будет линия повторять форму головы. Дальше поехали. Ай-яй-яй. Не получается у меня тут. Сейчас разверну. Угу. Теперь с противоположной стороны. Также переходим на диагональные проборы и стрижем. Также у нас контрольная одна и контрольная другая. Соединяем их. Также поднимаете на расческу все, проверяете. Свои линии простриженные. К следующему блоку переходим.
Также по центру отделяете прядь. Натяжение у нас с вами 90, опять же, к голове. Смотрите свою линию, которую вы задали. Видно ее? Так, давайте чуть-чуть, может быть, поверну. Вот так. Наша линия. И продолжаем стрижку. Видите, линию я продлила. Опускаю. Перехожу уже на диагональный пробор. Две контрольные линии есть, соединяю. Так, с противоположной стороны мы с вами повторяем. Две контрольные линии, видите, соединяете их. Так, что там у вас? Давайте. Не успела посмотреть, сейчас посмотрю. Так, не могу посмотреть, как... вот. Так, это какой-то спам. Надо же. Даже здесь спам у нас с вами. Так, давайте с вами проверим теперь нашу линию, которую мы подстригли. Опять же, поднимаем. Как я вижу, куда я поднимаю? У вас определитель длина, которую вы подстригли сверху. Вы должны будете так натянуть волосики, чтобы у вас все ваши линии сошлись в одну. И вот тогда в этом случае вы можете уже себя проверять, выравнивать. Проверяйте обязательно. Все должно быть у вас очень красиво. Каким методом я стригу сейчас? Девочки? Может быть, мальчики тоже есть? Я не посмотрела. Так, и значит, обязательно мы с вами проверяем из одной и той же области длину. Натягиваем, проверяем. Здесь уже тактильные у нас с вами ощущения. Мы с вами короткую не можем дотянуть к центру и проверить, поэтому только ваши тактильные ощущения. Переходим дальше. Так, сейчас я посмотрю, вы что-то там написали. Я не успела увидеть. Сейчас, секунду. Угу. Так, по-моему, опять спам какой-то идет. Как отключить от спама диагональные проборы, поинтинг? Молодцы! Все вы знаете, отлично, умнички мои. Так, поехали дальше. Не забывайте, пожалуйста, смотреть, как сидит ваша модель, да, ваш клиент. Потому что иногда начинают они думать о чем-то, о своем, и голова, естественно, уходит в сторону. Поэтому, пожалуйста, внимательно смотрите, чтобы у вас асимметричной стрижки не получилось, если вы ее не хотите. Все, обратно возвращаемся к центру, смотрим на нашу линию. Так, давайте глядеть. Так, вот, смотрите, видите, вот она наша линия, которую мы с вами подстригли. Так. Так, их как-то блокируют, да? Сейчас я попробую нажать. Так, пожаловаться, заблокировать пользователя. Ага.
Спасибо, девчонки, за подсказку. Мне, по-моему, получилось. Эти сообщения удалились. Спасибо большое. Поехали дальше работать. Так, как я вам говорила, натягиваем опять же по центру. Нашу линию там видите. И начинаем ее уже встригать. Нашу новую прядь встригаем в нашу линию, которую мы сделали. Переходим на диагональку, контрольную видим, да, соединяем. Чем тоньше вы будете делать проборы, тем более точная у вас будет стрижка. Если у вас волосы высохли, естественно, вы тогда намочите их заново. Переезжаем на другую сторону. Также на диагональ переходите. Натяжение 90. Поехали, встригаем нашу новую прядь в стрижку. Девчонки, вы схемку себе зарисовываете сразу, как вот мы с вами простригли низ, чтобы вы не забыли. Нарисуйте прямо ее сейчас себе. Опять же проверка. Обязательно проверяем. Линия, еще раз повторю, должна повторить форму головы. И обязательно мы с вами проверяем длину, чтобы у нас все с вами было ровно, одинаково. Мне кажется, вот здесь чуть-чуть мне еще надо подровнять. Так, значит, смотрите, мы с вами уже дошли, практически осталась верхняя зона, верхнезатылочная. Значит, у нас с вами здесь вот, мы не хотим сделать коротко ушки, но вот эту зону вам еще можно проверить обратной диагональю. Так, посмотрите, опять спам пошел. Так. Готово, заблокировали. Знаете, они все равно с каких-то новых номеров пишут. Ничего не могу сделать, девчат. Они все равно пишут и пишут. Так. Все, значит, смотрите дальше. Мы с вами стригли диагональным пробором сюда, в эту сторону. Как мне вот это убрать все теперь? Все то, что на экране, я вас не вижу. Так, значит, диагональным сюда. Проверку делаем диагональным обратным. Натягиваете. Так, здесь у нас вот из-за ушка взяли мы. Там, где вы простригаете. То есть берете диагональный пробор. Давайте чуть-чуть намочим, потому что волосы уже подсохли. Не обращать, хорошо, я постараюсь. Я просто думала, что вам хуже видно, и это отвлекает. Значит, вот смотрите, берем диагональный пробор обратный и начинаем проверять уже в эту сторону. У нас с вами тоже должно быть все красиво. Все должны быть линии ровные. Меня так видно, что я делаю? Или мне перевернуть камеру надо? Сейчас я попробую перевернуть, потому что, наверное, меня не видно. Так, давайте я вам сейчас вот так поближе сделаю, покажу, что я делаю. Значит, смотрите, мы с вами стригли вот сюда. Теперь проверяем в обратной диагонали. То есть взяли обратную диагональ, натянули прядочку и дочищаем зоночку. То есть вот это проверка обратной диагонали. Дальше пошли. Дочищаем зоночку нашу. С той стороны также. Натянули, дочищаем.
Так, переходим к верхней части, верхней затылочной зоне. Голова у нас, как всегда, должна быть ровненькая. Мы берем с вами контрольную прядь, которую мы с вами должны задать изначально. Это самая наивысшая точка головы. Помните, как она у нас с вами ищется. С помощью расчесочки можете. Вот она, наивысшая точка головы. Определяем длину, которая у нас здесь с вами будет. Так. И дальше мы с вами стрижем. У нас, смотрите, есть контрольная прядка здесь по длине, которую мы с вами уже подстригли с средней зоны. И контрольная прядь, которая у нас с вами на макушке. Так вот, нам с вами надо равномерным срезом это все подогнать. Равномерная форма, как вы помните, дает нам самый большой объем, да? То есть равномерно распределяет. Мы с вами переходим, у нас с вами контрольная прядь переходящая. Мы не стоим на месте, мы каждый раз берем пробор, натягиваем 90 к голове и плавненько сводим нашу затылочную зону среднюю с макушкой. Прядь переходящая. Можете сразу немножко облегчить. Эту зону мы с вами доработаем уже после. Так, поехали теперь к височной зоне. Отделяете височную зону. Обязательно, если у вас высохли волосы, смачиваете. Стрижка любит делаться, стрижка должна делаться на мокрые влажные волосы, равномерно намоченные везде. А если вы помните, почему? Потому что в мокром волосе, мокрый волос отличается по эластичности от сухого волоса. Поэтому обязательно смачивайте равномерно. Теперь вот видите, хорошо видно нашу простриженную зону. Вот она здесь. Видите? Мы с вами должны создать форму ушка у нашего. Мы сначала с вами задаем длину. Вот она, видите, у нас уже простриженная зона. А вот она ушко. Значит, вы договоритесь, как хочет ваша клиентка открыть ушки, либо нет. Да, от этого у вас будет здесь длина. Мы будем пускать по краешку. Поэтому определяйте длину, где будет. И, ну, я ее задала уже на самом деле. А вы обязательно постарайтесь ее правильно подвести, эту длину. И вот так вот у нас с вами ушко немного будет закрыто. Значит, здесь мы с вами делаем дугу. Подтягиваем из-за ушка тоже волосы в заданную длину. И теперь потихонечку подтягиваем волосы с лица, то есть с височка. То есть мы с вами должны создать дугу. Длина этой дуги будет определена именно вами и вашей клиенткой. И все равно вы задали это снаружи, если вы отодвинете ушко, причешете, вы увидите мелкие волосики. Вы должны их обязательно проработать, то есть убрать. Их не должно остаться. И вводите также эту длину на затылок. Только не забывайте, пожалуйста, девчонки, так, вы не увидели, да, но я сейчас вам на другом ушке покажу. Не забывайте, пожалуйста, о том, что у нас с вами изначально было пожелание, чтобы у нас затылок был короткий, то есть тушевочкой. Поэтому мы там с вами будем плавно выводить в более длинные ушки. Видите, у меня закрыта только, как я и говорила, верхняя часть уха. И теперь уже дальше мы продолжаем с вами стричь.
Здесь у нас с вами уже задана длина, если вы помните, с затылка. Это и есть наша контрольная как бы прядь. Мы берем ее. Опять же, переходим на диагональный пробор. И начинаем простригать. Наша контрольная прядь, как вы видите, и контрольная прядь здесь. Вот вам надо вывести. Если вот эта зона для вас большая, разделите еще раз. Вы должны четко ориентироваться в стрижке. Делим, подтягиваем все и видим контрольное, контрольное, соединяем. Чуть-чуть развернемся. Переходим. Диагональные проборы, как вы видите, для того, чтобы я не гнула спину. Также соединяем. Вторая, опять же, переходящая у нас. Вернее, это уже третья, получается. Переходим. Подвижная контрольная прядь. И вот последняя наша прядь. Мы ее подтягиваем к предыдущей. Нарисуйте, пожалуйста, себе схему, как мы делаем височек, иначе потом забудете. Проверяем длину. Как я вам говорила, поднимаете на один уровень, проверяете длину. Вот здесь у вас должен быть небольшой такой, как бы, небольшое удлинение. Выравниваем. Небольшое легкое удлинение к лицу, потому что потом к лицу мы с вами будем все стричь. Вот так вот у нас смотрится красивый височек. Значит, девочки, я вам рекомендую стричь лево-право, для того, чтобы вы потом просто-напросто не перестригали. Поэтому вы переходите на эту зону и начинаем с вами простригать уже этот висок. Так. Я тоже перешла, чтобы вам было видно. Сейчас единственное я поверну, потому что я подлезть не могу. Так, давайте с вами определяем длину. Также у нас с вами есть верхняя часть уха. Подняли волосы. Видите, мы задали уже здесь эту длину. Поехали. Стрижем. Также переходите в диагонали, начинаем простригать. Еще раз покажу. Контрольная, контрольная. Соединяем. Переходим дальше. У нас переходящая контрольная прядь. Последнюю прядь мы с вами подтягиваем от лица, чтобы у нас было с вами легкое удлинение. Так, поднимаем, проверяем нашу линию. Но здесь все красиво у нас, все ровненько. Легкое удлинение, как и говорили. Наше ушко. Также мы с вами подчищаем изнутри. Так, открываем ушко, вычесываем. Видите, тонкие волосы, вот они, светленькие. Убираем это, наши лишние волосы. Вот здесь вот у нас на затылке они тоже есть. Вот здесь. Соответственно, их надо тоже убрать. Подчищаете и к лицу. После этого мы с вами обязательно проверяем лево-право, как простригли по длине. Опять же, только тактильное ощущение. Все у нас отлично здесь. Переходим к следующей части. Наша контрольная, как не забывайте, это уже затылочная зона за ухом. Оттуда мы всегда начинаем. Берем по диагонали прядь, натягиваем. Так, видно? Видно. Хорошо, сейчас я вам покажу теперь чуть-чуть с лица. Вот так. Вот смотрите, как хорошо видно. Видите, у меня контрольная, контрольная. Видите? Все, я их соединяю. Перехожу, следующая у меня переходящая контрольная прядь. Беру следующую, соединяю. Следующую соединяю. Перехожу. Пока переходящая, только последняя. Помните, только последняя у нас с вами не переходящая.
Последнюю подтягиваю. Вот такая красивая линия получается. Проверяем обязательно. Натягиваем. Подчищаем. Вот такая линия. Сейчас с другой стороны будем стричь. Не закружилась голова еще? Вот так, девчонки. Видите, у меня тут модель карусели сразу. Всем все. Удовольствие для всех. Для вас и для нее тоже. Так, переходим дальше. Ой, потеряла. Наушник не держится. Так, поворачиваю чуть-чуть, чтобы я могла подойти. Также у нас с вами затылочную зону, контрольная прядь. И переходим. Так, я ее прострелила уже, наверное, что ли? Нет? А, нет еще. Я уже забыла. Так, поворачиваю. Переходим опять на диагональку. Натягиваем. Видите, контрольную. Стрижем. Перешли. И последнюю уже с вами подтягиваем. Почему мы с вами последние подтягиваем? У нас не переходящая контрольная. Именно по той причине, что рост волос у всех очень разный. Здесь могут быть большие залысины. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно старайтесь соблюдать эти условия. У лица не надо усердствовать, не надо идти к лицу. Лучше потом все это в челке встрижете. В челку. Опять же поднимаем, проверяем нашу линию. То есть у нас с вами проверка на каждом этапе. Опять лево-право. Переходим к следующему блоку. Опять же подчищаем. Также в диагональке. Так. Переходим на эту сторону с вами. Так. Как-то поставлю, чтобы вы видели все. Так, опять же на диагональ и пошли. Так, я не загораживаю, нет? Нормально. Последнюю подтягиваем. Проверка. И проверка обязательно у нас с вами лево-право. Натягиваем, проверяем, чтобы все было одинаково. Все, теперь переходим с вами уже к топ-зоне, нашей к теменной зоне. Помните, равномерно волосы должны быть намочены. Причесываем все вперед. Так, девчонки, значит, помните, мы с вами сделали уже контрольную нашу. Ищем ее, где она у нас. Вот она, наша контрольная. Да, это. Вот она, наша контрольная прядь. Делаем по центру пробор. Если у вас девушка носит косой пробор, то, соответственно, вы делаете тогда с той стороны, где пробор идет. Значит, вот наша контрольная прядь, как вы видите. И у нас челка, она немного идет покороче. А значит, соответственно, нам надо задать с вами нужную линию, которую мы будем сейчас делать. Сейчас я вам покажу. Значит, по центру вы отделили. Вот смотрите. Если я сделаю, прямо отрежу, видите, у меня челка останется той же, которая есть сейчас. Мне такая челка не нужна. Мне челка нужна короче.
Вы либо задаете челку изначально, потом подводите, либо вы задаете сразу наклоном руки. Но так как я уже приблизительно знаю, что я хочу, я буду задавать челку наклоном руки. То есть я держу не параллельно полу, а легкий наклон у меня будет. Сейчас я вам покажу, видите? Так, видно, да? То есть у меня здесь 90 к голове, но рука идет под углом. Все, поехали. И попрядно мы с вами подтягиваем все волосы слева и справа, подтягиваем к нашей заданной контрольной линии. Зарисуйте, пожалуйста, себе схему топ-зоны. С противоположной стороны я уже подтягиваю волосики, тоже так же попрядно. Так как мы все подтягивали волосы к нашей контрольной центральной пряди, проверку вы можете сделать также одним захватом, подтянув волосы все к центру, как я делаю это сейчас. Сейчас мы с вами тут дальше будем стричь. Значит, дальше мы с вами простригли все. Помните, волосы у нас были, как я вам показывала, все подняты вот так к центру. Да? Мы должны с вами проверить, теперь пройти в другую сторону. То есть стригли мы с вами горизонтальными, нет, вертикальными, а проверяем горизонтальными. Натягиваем и подчищаем. Пальчики, как видите, у меня параллельно полу идут. Так, все, здесь у нас с вами чистенько. Теперь мы переходим с вами к стрижке, потом будем еще делать проверку. К челке, я имею в виду, к стрижке челки. Так, вот наша длина. Определяете ее и прорабатываете. И переходим, кстати, в височки тоже. То есть височки мы с вами встригаем в нашу челку. Проверяйте длину обязательно. Так, здесь я, по-моему, захватила волосики. Так, проверить нашу длину. Я как не достаю, так я не вижу. Давайте я буду смотреть на экран. Угу. Так, проверяем нашу длину.
И, значит, смотрите дальше, девчонки. Помните, у нас здесь все-таки с вами угол, потому что мы с вами повторяли его с затылка под 45 градусов. Вот здесь будет тяжелая линия в этом месте, где у нас соединяется топ-зона и висок. Вот эту вот тяжелую линию вам надо чуть-чуть размыть. Значит, для этого мы с вами переходим на стык виска с топ-зоной. Там, где у нас с вами уголок был, вот он, видите? Я вам показываю его. Видно? Вот мы его с вами должны убрать, этот уголок. Смягчить, чтобы не было тяжелой линии. С одной стороны, также с другой стороны. Натяжение к голове у меня 90. Именно ту зону, которую вы прорабатываете, к этой зоне 90. Сейчас переходим к укладке. Либо давайте сначала проработаем затылок. Но вообще лучше затылок дорабатывать, когда волосы уже высушены, потому что вы за счет объема видите, как ложатся, за счет того, что сухие, как ложатся по росту волосы именно на затылке. Тогда я бы как бы лучше простригать. Давайте с вами сначала укладку сделаем, после этого тогда прострижем затылок. Так как вашей клиентке очень щекотно, обязательно сдуйте с лица глазки. Для того, чтобы не было щекотно. Так. Значит, сначала я для объема беру жидкость, средство. А после этого пенку. Не перебарщивайте, наносим хорошо, равномерно. Так, сейчас я руки вытру. Сначала у нас с вами скелетная расческа идет. Убираете лишние волосы, которые сейчас с вами нужны, которые мешают, и начинаем. Вот как у нас работает скелетная расческа. Видите, поднимаю, опускаю, и сама очерчивает дугу. Можете сначала покороче взять, потому что здесь у нас волосы покороче. Приподнимаете от корня, приподнимаем, дуга, опускаем. На затылок переходим, также, видите, приподнимаем, у нас с вами дуга, приподнимаем от корня, опускаем. Расческа очерчивает дугу. Не задерживаемся на одном месте и не дуем феном, иначе будет в этом месте залом.
Поэтому, видите, я нахожусь все время в движении, нигде не останавливаюсь. Волосы, которые вам мешают, просто отодвигаются, либо закалываются зажимом. На короткой зоне работаете короткими, на более длинной работаете длинными легкими. Следующий отделяете длинки, также его просушиваете. Приподнимаете от корня и дугой опускаете, для того, чтобы у вас уже создавалась красивая длинная линия. Вот обратите внимание, вот такой вот рост волос у каждого второго. Вот я вам показываю, видите? Как бы раскладывается макушечка. Да, макушечка у нас может быть здесь, 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 везде. Поэтому обязательно смотрите. В этом случае, видите, сюда падают волосы. Вы берете против шапки и приподнимаете их, для того, чтобы создать дополнительный объем. Видите, создала объем. Волосы здесь растут вперед, поэтому вы поднимаете и против шерстки, как я вас учила. Берите на расческу. Видите, уже какая красивая линия получается. Теперь мы с вами переходим уже к челке. Чтобы у нас она сильно не высохла, надо ее уже пора посушить, потому что иначе она потом зафиксируется, и вы не сможете ее переложить, надо будет заново мочить. А если вы намочите уже волосы в составе, они будут казаться грязными. Поэтому, пожалуйста, всегда все не делайте. Если боитесь, что челка высохнет быстрее, чем надо, чем вы дойдете до нее, начните с нее. Так, девчонки, вы знаете, у меня тут ЧП небольшой, мне надо машину перегнать. Вы сейчас посидите, я буквально 5 минут и вернусь. Простите меня, пожалуйста, позвали. Машин, видите, у нас в центре негде парковаться.
Так, девчонки, простите меня, пожалуйста, вы все со мной. Я вернулась. Так, меня слышно? Подтвердите, а то наушники отключались. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Напишите. Так. Девчонки, слышно меня? Еще раз, пожалуйста, напишите. Ой, спасибо большое, Леночка. Да, слышно. Все, спасибо. Продолжаем, девчат. Так, укладка у нас, помните. Так, что случилось? Ага, все, поехали. Приходим с вами теперь уже на тот зону, четко мы с вами посушили. Но не забывайте, у меня еще остался левый висок. Смотрите, девчат, по поводу левого височка. Обязательно перехватывайте расчесочку в другую руку. И не надо сильно стоять перед клиентом. Старайтесь работать двумя ручками. И все то же самое повторяйте с этой стороны. Также приподнимается от корешочка, делаете дугу. И высушиваем. Все очень хорошо. После этого нужно только потом переходите брашем. Брашем. Я вас учу, если заваливаются волосы, если он аккуратно делает под корешок. Берем нужный вам диаметр. Также отодвигаем ненужные лишние волосы и начинаем прорабатывать зону. Здесь вы можете уже переключиться на более горячий воздух. Когда мы с вами делаем прикорневой объем, обязательно работайте на теплом воздухе, для того, чтобы не обжечь. И вы не забывайте, если вы накрутите и оставите, у вас будет кудряшка, а вам нужно просто создать красивый объем и вытянуть там кончики. Даете пряди остыть. Вы можете вот так остудить, потом прокручиваете, опускаете. Вы можете дать в естественном положении остыть. Например, вот так прокручиваем, и тогда опять кладете прядь в нужном направлении. Если у вас волос опять заваливается, не забывайте
как я вас учила, поднимаете против роста. Так, сейчас я посмотрю. Так, слышно отлично, плохо прислушиваться к рекомендациям. Я поняла, давайте я когда сейчас выключу уже фен, еще раз потом после стрижки вам повторю. Я надеюсь, у нас останется немного времени до следующей нашей модели. Я расскажу, попробуем нарисовать схему. И тогда еще про укладку. Здесь не видно, да, с этой стороны. Сейчас поверну. Вот так. Все, вы уложили в нужном направлении вам. И теперь мы с вами дорабатываем стрижку уже на сухие волосы. Давайте начнем с вами с тушевки. Помните, я вам говорила про то, что мы с вами будем дорабатывать. Вот я сейчас вам показываю поближе, наверное, да? Вот, видите, у нас с вами пушок остался, я его еще не убирала. Но у меня здесь уже идет наша объемная линия, которая у меня градуировочка под 45 градусов. Поэтому мы с вами должны плавно ввести. Мы поднимаем и начинаем работать. И вводим в длину. Значит, помните, я вам говорила уже, если вы смотрели мои видео, что мы работаем пальцем. Палец у меня как бы дает возможность не трястись руке. Поэтому вы делаете. И когда мы с вами переходим в длину, видите, я ввожу в длину. У меня мой палец отодвигает меня. Здесь у нас с вами 0. Поэтому мы с вами прорабатываем именно рост волос. Если вы не можете поднять волосы вот так, вы опускаете, да, то есть вы ловите так, как нужно, расческу поворачиваете, чтобы вам убрать эту длинные волосы. И все, и работаем с вами. Хорошо видно? И вводим в длину. Видите, я ввела в длину. Плавно, не торопясь. Перехватывайте обязательно, потому что с одного раза у вас не получится все выровнять. Упор обязательно держите, чтобы рука не дрожала.
Вот здесь у меня, помните, ушки не открыты. Поэтому мне надо ввести в длину именно. Именно длину уже мной заданную. Поэтому очень аккуратно, не зарежьте ушки. Длину за ушками, над ушками и за ушками. Потому что у меня же здесь переходящая линия. Вот смотрите, я вам покажу. Видите? У меня вот здесь есть длина. Я ее не могу отрезать. Видно? Вот она. Я не могу ее отрезать, поэтому вы поворачиваете. Так, что такое случилось? Отключились наушники, наверное. Так, что у меня здесь? Наушники сели, скорее всего. Думаю, сели. Так. Ой. Так, как мне делать? Девчонки, у меня сели наушники. Я сейчас попробую их подключить на зарядку. Будем меня тогда прислушиваться. Видите, не хватает на так долгое время на такое. Так, пускай они у меня заряжаются. Пошло. Пошло. А дальше с вами продолжаем. Так, значит, еще раз повторю. Видите, у меня длина за ушком. Мне здесь ее нельзя трогать. У меня все-таки с вами ушки прикрыты. Мы с вами должны почистить обязательно только нижнюю зону. То есть у нас с вами с нуля переход в более длинное. Поэтому мы с вами аккуратно вводим в длину. Старайтесь не зарезать. Несколько раз причесываете, несколько раз поднимаетесь. Помните еще раз, если дрожит рука, обязательно упирайтесь пальчиком. Видите, я все время упираюсь. Даже если она не дрожит, упираюсь. Просто это привычка уже. Тушевка подразумевает очень красивую линию, плавный переход, поэтому вы всегда должны смотреть еще сбоку на эту линию. Но я вам сейчас, когда доделаю, я вам тоже покажу, разверну, как я гляжу на это все. Сейчас мы с вами с той стороны еще дочистим. Не очень меня видно, оказывается, да? Ну ладно, тушевку, я надеюсь, вы понимаете, что это. Так, здесь тоже у меня есть длина. Поэтому аккуратненько подрезаем. И сводим к длине чуть-чуть. Ага, повыше. Согнулась совсем. Девчонки, обязательно поднимайте тогда вашу модель. Я не могу поднять, потому что иначе видно не будет вам. Поэтому я сейчас изгибаюсь, и у меня уже болит спинка. А вы делаете так, чтобы вам было удобно. То есть модель свою поднимайте. Очень много спама идет. Я впервые с этим сталкиваюсь. Куда-то предлагают перейти. Кто не любит тушевку ножницами, можете воспользоваться тушевкой именно с машинкой. Я сейчас буду вам показывать, дорабатывать чуть-чуть правника только. Мне нужно эту зону приподнять. Девчонки, чуть-чуть развернули, неудобно просто.
Берете машиночку и начинаем с вами прорабатывать, потому что вот здесь у нас с вами пушковый волос идет. Аккуратненько все это делаете, и можем еще с вами проработать. Филировка допустима так. Если вы устали, да, тяжело, вот именно тушевку, вот именно эти зоны вы можете проработать. Девчата, извините, звонок был. Следующая модель идет к вам. Следующая модель уже на подходе, так что ура. Значит, смотрите, мы можем с вами тушевку именно дорабатывать филировочными ножницами. Поэтому можете делать и так. Только по кончикам, не надо уходить вглубь. Видите, я иду только по краешку стрижки, только кончики, только краешек. Вглубь никуда не уходите. И сейчас будем с вами дальше. Мы с вами не рвем волосы, а всего лишь смягчаем вот эту линию. Сейчас я попробую вам поближе показать, почему мы ее смягчаем. У нас у всех не идеальный рост волос. И вот сейчас я вам попробую показать поближе. Видно, не видно? Видите, вот она складочка пошла, соединение, стык. Видно складочку? Вот она. Поэтому нам с вами обязательно надо доработать красиво. И применяйте все методы для этого, для того, чтобы было красиво. Складочки не должно быть. Дайте-ка я посмотрю. Все прорабатываете.
теперь мы с вами смотрим нашу линию сбоку. Так. Поставьте ровненько. Угу. Видите, можно еще чуть-чуть убрать. Так, чуть-чуть вот так. Так, давайте посмотрим сейчас. А с другой стороны. Угу. Все, давайте теперь с вами переходим уже к нашему завершающему этапу. Так как я вам обещала, стрижка у нас будет рваненькая. Мы просто переходим с вами к стрижке, к той, которую мы уже простригли. И методом поинтинг просто все облегчаете. Эта стрижка у нас похожа на стрижку шапочка в итоге. Но, как видите, линии у нас немного отличаются. Мы здесь с вами комбинировали формы. Ничего не пропускаем, все очень хорошо прорабатываем. Здесь у нас с вами поинтинг на пальцах. Перейдем сейчас с вами, сейчас я посмотрю. Переход посмотреть за весной. Ага, сейчас я вам покажу. Так, сейчас что-то у меня тут так. Посмотреть. Так, эти складочки на затылке можно до бесконечности доводить. Да, да, девчонки, я с вами согласна, но мы же с вами должны же сделать красиво. Так, переход на затылке с ушком, да? Давайте покажу вам. Поворачиваю, подъехала поближе. Вот наше ушко, вот она длина. Вот переход, видите, плавный переход идет. Плавный? Плавный, просто у нас здесь почернее. Дайте-ка я посмотрю сама поближе. Нормальный. Вот видите, все здесь красиво перешло в коротенькие волосы. Так, ну хорошо, вы здесь уже как раз заодно подъехали к этому височку. Давайте с вами здесь теперь облегчать. Поднимаем на расческу и облегчаем. Я не срезаю длину, как видите, я облегчаю. То есть я рву. То есть у меня драненькая стрижка. И затылок тоже. Нижнюю затылочную мы с вами проработали, но и среднюю затылочную, и верхнюю затылочную тоже надо проработать. Одну сторону сделали, на затылок перешли теперь. Ага, Олечка, заходи, раздевайся, белый шкафчик перед тобой. Так, значит, смотрите, чтобы еще у нас с вами макушка была более объемная. Мы с вами, мы знаем, что у нас здесь как бы центр, да? Ой, что-то я в очках же, господи. Так, мы должны все к нашему центру подтягивать. Сбоку подтянула все к центру. С затылка подтянула к центру. Олечка, раздевайся, да? Ага. Поворачиваем с другой стороны. С бока подтягиваем все к центру. И также от лица подтягиваем все к центру. То есть с теменной зоны тоже подтягиваем к центру. Прорабатываем все-таки затылок до конца. Нигде ничего не пропускайте. Все у нас должно быть рваненькое. Можете уже здесь перейти на пальцах, потому что здесь уже длина позволяет.
Переходим на другую сторону. Сейчас я вам поверну обратно. Ух. Угу. Так, не загораживаю, нет? Так, не успеваю смотреть. Сейчас, секунду, посмотрю, что вы мне там написали. Красиво, да? Мне тоже нравится. Спасибо, девчонки. Так, давайте дальше продолжим. Потому что есть еще здесь фенечка, которую мы с вами будем делать. Так, поворачиваем и теперь прорабатываем с вами у лица. Сначала вы на пальчиках делаете филировку, глазки закрываете. Вот, девчонки, а потом уже, когда вы сделали основную филировку, уже дорабатывайте, потому что видите рост волос какой. Вот здесь вот складочка складывается. Вот сейчас я вам разверну, покажу. Вот смотрите, складочка, видите? Она всегда складывается, это не только сегодня. Поэтому мы должны с вами создать легкую челку, независимо от того, что рост волос неправильный. Поэтому уже переходите на слайсинг, дорабатывайте слайсингом. Верхнюю зону, видите, я убрала, а нижнюю прорабатываю для того, чтобы сделать более легкую. Ой, красоточка какая наша. Угу. Так, и не забывайте, что мы с вами еще прорабатываем височки слайсингом, чтобы тоже они гармонично смотрелись. Так, видите, щекотно. Обязательно сдувайте тогда. Височки прорабатываем, чтобы все гармонично у нас смотрелось и все входило в стрижку. И вот последний момент, который я вам хотела обязательно показать. Помните, я вам говорила про макушку, которая заваливается, да? Ну, здесь вот она заваливается у нас. Руками вы взбодрили, все хорошо, но на самом деле она заваливается. Мы с вами делаем слайсинг прикорневой. Аккуратно, только не закройте ножницы. Мы должны с вами вести ножницами, как бы скользить от корешка. Что это нам дает? Нам дают короткие волосы внутри. А соответственно, если короткие волосы внутри под длинными, то короткие волосы выталкивают длинные наверх. И создается объем таким образом. Тоже не переусердствуйте, потому что вы можете выстричь, и просто у вас будет тогда лысая девочка. Будьте аккуратны. Аккуратно. Нет, не плоский. У нас объемный затылок. Девчонки, подтвердите, объемный затылок. Нет, красотка. Нет, кожа моя, голова есть. Нет, это такая, это рост, это такой волос. Макушечка так растет. Оно у большинства так растет. Ну вот, наша модель уже с вами готова. Сейчас мы все сдуваем. Раскладывайте волосы, опять же, чтобы они смотрелись красиво, потому что мы с вами всю нашу прическу разбомбили феном. Ой, боже, какая красотка. Просто сказка. Подтверждаете?
Ну вот, вам живая модель. Да? Супер. Супер. Так, все, теперь мы с вами фиксируем лаком. Раскладывайте как нужно, все. Кто любит посильнее, кто не любит вообще лак. Поэтому вы, конечно же, спрашиваете у своих клиентов, как и что. Вот, видите, на меня уже ругаются, что я не спрашиваю. Я просто знаю, что некоторые клиенты меня любят. Так, давайте сейчас я вам поближе покажу уже все, как всегда. Сейчас я вас разверну, только мне надо опять же... А, вот вспомнила. Сейчас я вас перенесу и разверну вас. Так, разворачиваем. И вот наша модель. Давайте я вам поближе покажу все, что у нас получилось. Вы можете более гладко разложить все, потому что вы же видите, я феном побрызгала. Вот наш затылочек. Вот такой вот у нас он шикарный, объемный получился. Вот. Видите, достаточно рваненькая стрижка. Модель, да. А сколько стоит? Девочки, здесь она, видите, седина, да, я согласна, седина шикарная. Так что все, вот смотрите. Модель, улыбнись. Да? Спасибо большое моей модели. Зовут Леонорочка. Все, значит, мы с вами прощаемся с нашей моделью и встречаем нашу новую. Девчонки, давайте я вас обратно переворачиваю. Так, все, висите. Сейчас я буду... Ой. Дальше. Вот, видите, модель тоже довольна. Я всегда довольна. Так, значит, вы не забывайте, девчонки, что мы с вами, конечно же, убираем наше рабочее место, поэтому сейчас я быстро подмету. Ладненько. Что у нас там? Дальше будем сейчас стричь. Так, девчат, вы мне скажите, пожалуйста, вы все смогли зарисовать или не смогли зарисовать схему вот этой стрижки? Если вы не смогли зарисовать, давайте сейчас зарисуем пока при памяти. Напишите, пожалуйста, я пошла пока за веником. Все, прощаюсь, тогда созвонимся. Хорошо? Ну как, куда? Так. Кто должен помнить об этом? Да? Правильно? Да. Так, девчонки, написали мне что-нибудь? Давайте я посмотрю. Так. Так, все запомнится. Да, опоздала, не успела, ничего, в записи все будет. Так что, Альбиночка, ждите. Нет, ну это понятно, пересмотреть можно, но можно же нарисовать схемы, тогда как облегчить... Я уже выше спрашивала, если очень много волос, как облегчить? Ну, прям очень много. Девчонки, там тогда немножко нужна другая стрижка. Ну, вы мне как бы пишите, у нас есть же сообщество, где мы с вами разбираем какие-то более сложные вопросы. Значит, смотрите, там просто нужна тогда другая стрижка, потому что если вы сильно облегчите там, где очень много волос, у вас просто все встанет дыбом. Поэтому это другие стрижки надо подбирать. Либо уже, может быть, работать тогда с бритвой. Бритва тоже хорошо рвет. Так, девчат, я не поняла по поводу схемы. Рисуем или стрижем сразу дальше? Вот, смотрите, напоследок с вами прощается наша модель.
Ух, волосатая какая, а? Вроде бы ничего не стрелила. Ничего себе не стригла. Какая-то сколько? Вот я Куча. чувствую, что я... Легко стало, да? Да, да, вообще. А то я говорю, что замучилась. Ну вот. А чего, как вот тут шляпа как одевать? Никак. Ну, я вижу только шапки легкие. Не лето. Так, Олечка, пошли. Кидай куда-нибудь сумку. Присаживайся. Так. Девчонки, давайте я посмотрю, что вы мне там написали. Так. Что за сообщество? В Ютубе. В Ютубе. Выше вопрос, выше вопрос. Лада. Лада. Так, Лада, выше вопрос. Какой Лада? Модель красотка. Лад, какой вопрос? Еще раз продублируйте. А, много волос. Я вам ответила. Так, давайте. Ясно, спасибо. Давайте зарисуем. Так. Нашинковали. Да, волос много. Так, рисуем. Хорошо. Да, да, я потом рисую. Ага, хорошо. Так, девчонки, тогда рисуем, а потом я вас знакомлю с нашей новой моделью. Так, хорошо. Сейчас я вас разверну тогда. Так, как бы мне тут не свалить бы ничего. А? Ага, хорошо. Сейчас я тут отключу. Потом подключу все обратно. А то все свалю. Так, давайте поехали тогда рисовать нашу схему. Так. Схема. Все. Пока-пока. Да? Взаимно. Так. Девчонки, значит, смотрите, у нас с вами сначала была затылочная зона. Да? Значит, затылочная зона у нас с вами шла. Так, ой, держись. Так, затылок. Вы сразу себе зарисовываете, потому что я буду стирать. Значит, затылочная зона. Отделили. У нас с вами здесь идет тушевка. Значит, соответственно, у нас идет угол 45 градусов. Очень какую-то я длинную шею сделала. Так. И здесь, соответственно, у нас 45 градусов уходит в 0. Да, здесь у нас 0. Значит, угол у нас вот этот вот 45 градусов. И здесь мы с вами, у нас переходящая линия. Так, это у нас голова, это уши, это зона. Значит, у нас с вами контрольная по центру, и она является уже переходящей. То есть мы с вами переводим нашу контрольную линию. То есть у нас с вами получается вот так. То есть вот эта линия у нас вся с вами ровная. То есть она повторяет форму головы. Но угол 45 градусов. Здесь у нас с вами 0 будет. То есть тушевка, плавный переход. Первую зону с вами наш блок нарисовали. И у нас с вами, когда мы дальше будем уже на блоки делить, у нас все равно с вами идет везде переход. То есть у нас с вами идут линии переходящие. Контрольная переходящая. Это второй блок. Здесь у нас с вами второй блок. Мы натягиваем, продлеваем нашу зону. Третий блок опять же продлеваем нашу зону. Но я вам здесь нарисовала, кажется, что очень длинная. Но нет, вы же начинаете с нуля, и поэтому у вас где-то будет короче она вот так. Понятно? То есть я просто сильно круто вам ее взяла. Вот так. И это все равно будет у меня 45, 45, 45. Когда мы с вами переходим уже в верхнюю затылочную зону, вот сюда вот уже когда переходим, верхняя затылочная зона, то есть вот здесь, у нас с вами здесь идет уже равномерная стрижка. То есть это и это мы с вами делаем 90 натяжения. То есть у нас с вами 90 градусов. Вот это 90. Понятно? То есть здесь у нас с вами таким вот углом делает. Опять же переходящая. А соответственно переходящая у нас с вами радиальные проборы. Вот здесь я вам так нарисовала, но вы не забывайте, что мы с вами все время стрижем по диагонали. Но вы можете стричь и прямо, все зависит, как вам удобно. А мы с вами стрижем по диагонали по той причине, чтобы не выворачивать спину. Ясно? Так, здесь мы с вами зону нарисовали, здесь нарисовали. То есть затылок весь простригли, перешли на верхнюю затылочную зону и макушку. Все, зафиксировали себе.
Я это стираю, потому что сейчас переходим на висок. Так, переходим на висок. Так, наша с вами голова. Так, это ухо. Да, значит, у нас с вами висок. Так, висок делим. Опять же, контрольная прядь у нас идет с затылочной зоны, которую мы с вами простригли. Вот это вот у нас контрольная прядь. Вот она, контрольная прядь. Мы с вами здесь переводим, задаем линию сначала, да, на ушке. И вот здесь уже мы с вами переходим на диагональ, и получается контрольная здесь и контрольная. И эти диагональки вы соединяете. Здесь мы, значит, подтягиваем, да, сюда, сюда, сюда. И эту всю уже вот к этой же линии. Видно? Понятно. И теперь у нас с вами идет теменная зона. Здесь мы с вами простригаем одинаково. И последнюю подтягиваем. Так, теменная зона у нас идет. Мы с вами задаем какую-то длину челки. И с вами вот здесь уже мы соединяем. То есть у нас здесь идет под углом. У нас не идет не 90, а 180 градусов параллельно полу не идет. Нет. У нас с вами идет угол. И здесь у нас 90 градусов. Вот это схема стрижки. После этого вы ее хорошенечко рвете. Прямые проборы с диагональными, конечно, можно. Все зависит от того, в каком месте вы стрижете. Но смотрите, если вы идете диагональным пробором, вы не можете взять вот так. Вот это прямой, вы из него взяли диагональный и подтянули сюда. Нет, у вас будет нарушена тогда форма. Если вы взяли, стригли прямым пробором центр, вы его перенесли. То есть вы этот пробор перенесли сюда. И тогда вы вышли уже в диагональ. Нельзя стричь прямой, соединять так. Но вы можете зону простригать, как я вам писала, либо прямыми проборами, либо диагональными. То есть всегда можете делать так. Ряд прошли так, ряд так. Все зависит, как вам удобно. Вы эту стрижку можете простричь совершенно прямыми проборами, если вам как бы будет легко. Потому что на самом деле сложно очень прямые проборы выдержать угол, потому что вам надо видеть линию. Линию же надо видеть. Да, хорошо. Все, давайте тогда пошли знакомиться. Значит, схему вы себе зарисовали, потом еще раз просмотрите. А мы с вами переходим к нашей следующей стрижке. Поехали к ней. Так, нашу модель зовут Олечка. Всем привет. Здравствуйте. Достаточно сложная стрижка. Давно мы с Олечкой не виделись, так что будем пытаться сделать из того, что есть. Стрижка тоже градуированная у нас с вами, и вы мне напишите, как она называется сами, хорошо? А сейчас мы тогда пойдем мыть. Сейчас я только посмотрю, что у нас здесь имеется, хорошо? Угу. Ну, я хотела стрижку вам вывести в одну стрижку очень сложную, которую вы все время просите. Но здесь у меня не очень хватит макушки. Поэтому, соответственно, будем с вами соединять. Вы когда какую-то стрижку задумали, вы обязательно посмотрите, что есть по факту. Потому что на самом деле не всегда может получиться то, что вы задумали. Ну хорошо, значит, мы с вами сделаем что-то среднее, потом зарисуем. Ну, итог уже посмотрим, конечно же, в конце. Я вас могу, конечно, повернуть, показать, как я мою, но, наверное, вам это не очень интересно. Чтобы вам не скучно было, я вам разверну туда. Так, да, точно угадала, Леночка. Так, я вас разверну, и мы пойдем туда мыть. Пойдем, Леночка, мыть.
Вы молодец, все равно, что я могу сказать. Талант. Я подумала, что за эти деньги, что я заплатила дешевые средства, лучше делать то, как получится. Мне все равно лучше. Да, согласна с вами. Я тебе единственное, буду покороче тогда. Покороче. Закрылка, да, у нас закрылка длинновато. Или сильнее тебе вернуть надо. У тебя переход вот за ушком и вот здесь у лица и за ушком. Какой у тебя не очень ровный. Сейчас я постараюсь, насколько возможно, хорошо? Ну, это мне очень коротко. Ну, Я я не говорю. а короткой стрижки не хочу. Просто форму надо выровнять примерно. Она немного неровная у тебя. С какой-то стороны удобно, с какой-то нет. Ну, естественно, я как бы вот. Мгм. Краска твоя. Как ты мне сказала? Мгм. Два к одному. Это свет, он смывает, становится красивее. Сначала смывала, потом. Ну, ты какой шестерку красишь? 6,7 ты мне сказала? Смешивай, да? Да. Ну, 7 беру 2 части, одну часть 6. Да, мы раньше мы вообще пятерку красились, если ты помнишь. Не помнишь? Я помню. Ты вообще сложно мешала несколько тонов. Ну да. Действия дала. То есть, если будет закупка, у меня все сколько у меня осталось, чтобы... Ну, скажешь мне, потому что я тоже покупала, я же не помню. Вот, Мгм. Я буду заказывать, потому что сейчас там шампунь не нужно будет. Причем я уже 2 раза заказывала, я к Новому году я буду заказ собирать. Ну, на подарки. Детей спросила, что хотите. Он такие, да, нам опять наборчик? Нет, все, мне вот, сразу смесно. Ты берешь, да, записать? Да. Сейчас ложимся. Нет, чуть больше. Я же вам показывала все время. Я постараюсь. Просто мне тут выровнять надо больше, ты понимаешь. Еще плюс это надо выяснить, друзья наши. Так, мы вернулись. Одеваем нашу модель. Снять нужно? Цепочку? Да я сейчас тебе одену. не буду уже решать. Так, куда я делать?
Так, делим опять же нашу стрижку. Начинаем с деления проборов. Как всегда у нас идет с вами сагитальный от уха до уха. И начинаем с окантовки. Сейчас эта зона покороче чуть-чуть, чем так. Поэтому тут ее подцепить посложнее получается. Так. Все, делаем сейчас окантовочную линию с вами. Если вы видите, да, то немножко линия неровная. Здесь более длинная, здесь более короткая. Поэтому вы определяетесь, какая будет длина. Не забывайте смотреть на рост волос. Вот смотрите, показываю. Видите, рост волос. То есть не хотелось бы выбривать эту зону, поэтому выше роста волос делать бы не хотелось. И поэтому у нас вот эта линия самая короткая, она как раз проходит по росту волос. Поэтому мы с вами будем выравнивать все под нее. Чуть-чуть, наверное, вот так, а то мне неудобно. Так видно? Угу. И с вами делаем нашу линию красиво. У нас с вами круглая стрижечка будет, поэтому вы сразу же создаете нижнюю линию более круглую. Спрятала, да? Значит, чтобы почистить линию, вы должны вычесать, нажать рукой и доработать. Для того, чтобы у нас был четкий ноль. Первая у нас с вами линия готова. Переходим ко второму блоку. Также мы работаем, начинаем с середины. Не знаю, зарядились или не зарядились мои наушники. Берем по центру прядь.
Вот смотрите, девчонки, теперь самое главное. Мы с вами сделали окантовку. Помните, окантовочная линия у меня здесь. И вот 45 градусов я создаю уже от заданной мной линии. Значит, не забывайте, голова, если вперед нагнута, да, 45 градусов вы делаете, если ровно голова. Не забывайте, что больше мы с вами не отгибаем руку, когда голова опущена. Голова обязательно опущена, чтобы вам было лучше работать. Я вам сейчас покажу сбоку эту линию. Давайте заново причешу. Вот наша с вами окантовка. Видите, вот она внизу. Мы с вами должны создать угол 45 градусов. Создаем. Вот она моя окантовочная линия. И отрезаем. Отрезали, опустили. Переходим опять на диагональ. Так, давайте с другой стороны, раз вы здесь. Переходим на диагональ. Взяли линию, натянули. Хорошенечко, когда вы натягиваете, вы сразу видите, что у меня, видно, да, 2 контрольные пряди появилось. Вот они, я их соединяю. Отпустила, разделила пополам простриженную прядь. Перешла, взяла следующую. Перешла. Натяжение 90 к голове. Натянула, вижу свои контрольные пряди, простригаю. Последнюю вот эту линию я подтягиваю к себе. Это делаем для того, чтобы у нас не получилось вот здесь дырки потом в итоге. У нас вот этот хвостик будет чуть-чуть длинней, но мы его потом с вами отрежем. Вы можете даже сразу сейчас отрезать, только не забывайте, что до этого стрижка была немножко другая, поэтому там уже посмотрим, как будет все это соединяться. Вот этот вот хвостик можете чуть-чуть сразу подрезать, чтобы вывести в линию. И переходим с вами на противоположную сторону. Поворачиваем. Опять же, делим пополам нашу контрольную прядь, переходим на диагональ. Но пополам, естественно, уже в диагонали, как вы видите. Делаем натяжение. Видим наши 2 контрольные точки, соединяем. Опять также делим. Натягиваем, видим 2 точки, соединяем. Последнюю подтягиваем. Видите, маленький хвостик у нас остался. Мы с вами его прорабатываем сразу. Проверяем опять же линию. У нас с вами все должно повторять форму головы, кроме вот этих последних наших зон. Натягиваем, проверяем. Так, и обязательно проверяем также, берем из одной и той же зоны, из одной и той же области прядь, подтягиваем, натягиваем и смотрим длину. Мне кажется, чуть-чуть здесь еще надо. Все, опустили. И сейчас делаем обратную диагональ. Сразу методом пойнтинг ее облегчаем. Сразу переходим в обратную диагональ. Стригли у нас получается справа налево. Сейчас у нас с вами диагональ слева направо. Также с другой стороны переходим в диагональ. Первая линия готова. Второй, вернее, блок. Поехали дальше.
По центру прядь берем, взяли, натянули и смотрим нашу линию. Вот она наша линия. Видно ее? Сейчас я вам переверну. Так, сейчас проехала. Вот она. Вот она наша линия с вами. Вот она идет, видите? Мы с вами должны ее продлить. Продлеваем. Продлили нашу линию. Видно, да? Отпустили, перешли в диагональ. Так, покажу. Перешла в диагональ. Видно? Нет? Не видно. Вот она. Вот она перешла в диагональ. Ее я натягиваю. 90 натяжения к голове. Опять же, сейчас я вам поверну, потому что мне неудобно. Я не смогу подстричь. Так, вот она. Видите, натяжение 90. И вижу свои пряди. Я их дальше, опять же, простригаю. Делю следующие прядки. Также перехожу в диагональку. Видите, все у меня прекрасно видно. Последнюю подтягиваем. Отпускаю. Поехали к другой стороне. Также центральную я делю пополам. На диагональ перешла. Вижу свои контрольные. Простригаю. Последнюю подтягиваю. Проверяем. Проверили так. Проверяем. Из одной и той же зоны берем линии. Угу. Все проверили. Отлично. Обратная диагональ, еще проверка. Обязательно. Эта стрижка достаточно точная, четкая стрижка. Поэтому обязательно обратную диагональ. Натянули обратную диагональ. Облегчили сразу. Если где-то надо доработать, дорабатываете. Только обязательно красиво отчесывайте. То есть все должно быть ровно. То есть линия должна быть идеальной. Видите, линия? Чтобы вам сильно не обрезаться, либо глубоко не зайти ножницами, кладите ножницы на безымянный палец. Видите, я раскрыла палец и могу уже спокойно работать. Рука не дрожит, свои пальцы я не обрезаю. Проработали зону, переходим дальше. Как ни странно, но эта стрижка, здесь одни повторяющиеся линии. То есть каждый блок мы простригаем именно так. Но у нас с вами, по-моему, макушка не дотянется, поэтому там нам надо будет просто по-другому подстричь. А вообще, если вы красиво прострижете все даже с макушкой, создадите одну линию, которую мы с вами уже начали, то будет шикарный сессон. Правильно там Леночка сказала, Мирей Матье. Опять же переходим к центральному нашему пробору. Так. Ставим пальчики. Нашу линию видим.
И мы должны продлить именно нашу линию. Вот она пошла линия. Мы с вами ее обязаны продлить. Никакой новой линии мы не создаем. Мы продлеваем нашу линию. Продлили. Перешли на диагональку. Видим наши контрольные. Соединяем. Здесь уже мы вот эти всю зону и вот эту прядь, которую я только что простригла, и вот это уже подтягиваем. Потому что у нас уже критическая зона над ухом. Видите, вы либо тогда стрижете вот так, либо уже все вот эти волосы подтягиваете сюда, как к своей пряди контрольной. Для того, чтобы у нас не было окошка. На противоположную сторону перешли с вами. Также делим все на горизонт. Не на горизонт, а на диагональный пробор, извините, уже заговорилась. Много говорю сегодня. Так, меня не видно, да? Вот так, давайте. Угу. Диагональный пробор. Опять же, вижу свои контрольные. Продолжаю. Всю зону вот эту я подтягиваю. Проверяем. У нас с вами вот эта линия, которую я сейчас проверяю, она должна повторить форму головы. Еще раз напомню, кроме вот этих точек, которые за ушами, кроме прядей. Простригли, проверяем нашу длину. Угу. Переходим на диагональ. Ну вот у нас уже, видите, получается объемненько, да? Наверное, все я уже опущу, потому что у меня там макушка короткая. И здесь, видите, короткие линии. Поэтому сейчас будем с вами создавать здесь линию новую. Видите, у меня коротковато чуть-чуть, но ничего. Сейчас мы с вами красиво сделаем. Опять же, по центру пробор делите и с вами продлеваем линию. Вот видите, у меня макушка, видите, не достает. Никак я ее дотянуть не могу. Здесь вы в этом случае либо делаете тогда угол более острый, либо просто уже не обращайте на нее внимания, просто будем делать стрижку в стрижке. Видите, макушка чуть-чуть у нас, где она? Вот она, коротковата. Видите, линия у меня не проходит. Выводим нашу линию, опять же переходите в диагональ. Здесь
Здесь уже не дотягиваются волосы. Просто тогда там проверяйте на всякий случай, вдруг где-то что-то все-таки случайно останется. Так, здесь не видно меня, да? Давайте я поверну чуть-чуть. Так, не видно, да? Разворачиваюсь. Так, теперь дальше переходим на диагональ. Работаем дальше. Проверяйте лево-право, потому что немножко у нас было здесь неровно подстрижено, да? Поэтому мы с вами сейчас все это дело обязательно проверяем тщательно. Так. Опять же, проверка у нас идет в диагонали в обратной. Переходим на висок. Значит, смотрите, мы с вами затылок весь простригли, а висок только начинаем стричь. Поэтому вы делите дальше на одном уровне затылочную зону и убираете топ-зону всю выше. И вот теперь нам надо создать с вами, видите, у нас здесь ушки немного покороче, а нам нужно было продлить их вот так. Но так как этого нет, мы с вами будем сейчас просто поднимать нашу затылочную зону к ушку, чтобы было ровненько, красиво. Чуть-чуть на бочок, чтобы можно было достать. Все хорошо вычесываем. Видите, некоторые зоны покороче, поэтому сейчас сделаем, что уже возможно. Видите, немножко у нас не получится ровно и сильно коротко как-то не хочется делать. Поэтому просто немного сравняем эту линию. Здесь уже работает ваш глазомер. Вот ты челку подлиннее носишь сейчас или опять так же ничего покороче? Длиннее. Угу. Вот выравнивайте насколько возможно. Не забывайте, что у нас здесь еще ушко идет, который тоже поднимает нашу линию. Ну вот создали приблизительно такую линию. Потом еще в сухом виде обязательно будем прорабатывать. И стараемся повторить то же самое с противоположной стороны. Надо будет перейти сейчас на ту сторону. Как ты тяжело вздыхаешь. Понимаю, как тебе тяжело. Ну вот, работай. Ну, здесь картина та же, поэтому мы с вами стараемся делать красиво. Так, как бы мне так встать, чтобы вы видели? Нет, не видно.
Так, давайте вот так попробуем. Так, изюмчика. Не увидела. И не забывайте, нам обязательно надо проверить лево-право. Так, поставь, я посмотрю на тебя. Мгм. Здесь еще чуть-чуть надо. Давай, поднимись чуть-чуть. Ага. Так. Ну и теперь переходим уже к стрижке. Опять продлеваем линию на затылок, пробор наш рабочий. И повторяем нашу линию, которую мы с вами создали на затылке. То есть берем, как всегда, контрольную из затылочной зоны, но уже в диагонали. Натягиваем. У нас с вами есть контрольная. Помните нижняя, которую мы задали с вами, и контрольная, которая верхняя. Опять же мы с вами сводим эти две линии. Не забывайте, нам зарезать здесь нельзя. У нас здесь должна быть тяжелая линия. Следующая диагональка. Не обращать внимания. Да, я поняла. Натягиваем, растригаем. Вот эту всю линию мы с вами подтягиваем к только что простриженной зоне. Еще раз напомню, для того, чтобы не оголить линию снизу. То, что у нас с вами хвостик здесь остался длиннее, это вообще не страшно, потому что мы с вами его проработаем. Все, у его уже опять длины нет. Насколько дотягиваются волосы. Как я вам уже сказала, макушка у меня короче, поэтому давайте проверим, дотянутся либо нет. Если не дотянутся, мы с вами зону теменную проработаем отдельно сейчас. Какие-то, видите, есть у меня тут выдающиеся волосочки, которые выдаются по длине. Все аккуратненько сравниваете. Но не забывайте, пока мы с вами вот эти уголки не зарезаем. Если он есть, пускай он будет. Переходим с вами на следующую зону. Здесь делите, как всегда, чуть дальше к затылку. Потому что здесь у нас с вами контрольная. Угу. Берем с вами контрольную прядку, половину за ушком. Так, что там, что-то написали вы, да? И, пожалуйста, это мои наработки, пользуйтесь, да. Так, поехали дальше. Это опять спам, девчонки, я думала, вы пишете. Так, контрольная у нас с вами. Контрольная, видите, соединяем. Диагональный пробор, натяжение, соединяем, подтягиваем. Здесь проверяем опять же, вдруг у нас что-то осталось недостриженное. Видите, здесь у меня ничего не достает. Поэтому все-таки мы с вами к макушке сейчас перейдем отдельно. Но сначала создадим линию нашу окантовочную, то есть еще челку. Так, смотрим, что мы делаем. Значит, у нас есть челка
Соответственно, мы поэтому продолжаем с вами уже стрижку у лица. Отделяете линию. Не сильно короткую, да, челку? Да. Это сейчас она у тебя длинновата чуть-чуть или нет? Чуть-чуть. Ага, Там 3-5 миллиметров. Хорошо. Наша с вами челка, как вы видите. И мы, да, вы спрашиваете обязательно по желанию своего клиента, какую длину. А здесь по желанию не сильно короткую, поэтому мы немножко ее просто уберем. Начинаем с вами, так как у нас симметричная стрижка, мы начинаем по центру, над носом. И вы должны ввести в нашу линию, которая у нас на висках. Проверяем лево-право. Так, секунду. Не могу. Уж извините, вас закрою временно. Так, сейчас мы за одну и ту же зону возьмем. Здесь у нас подлиннее капельку. Следующую прядь. И всю зону вы дотягиваете к челке, насколько хватает волос. Значит, смотрите, здесь единственное. Нам нужна небольшая градуировка. Как мы ее делаем? Мы делаем совершенно параллельно полу, поднимаем. И так как у нас уже задана наша контрольная вот эта вот линия челки, чтобы не укорачивать длину, мы с вами по нашей линии контрольной простригаем челку параллельно полу. Таким образом вы задаете легкую градуировку. Насколько хватает длины. Все вперед. И так как у нас с вами теменная, да, то есть топ-зона была покороче, мы с вами должны ее хотя бы освежить. То есть мы не можем ее оставить так, потому что мы не знаем, она подстрижена ровно, неровно. То есть нам обязательно надо это проработать зону. Поэтому мы с вами поднимаем и сначала смотрим, что у нас с вами есть в наличии. Но нам надо ее выровнять, потому что сейчас я вам покажу. Так, давайте вот так поверну, чтобы видно было. Вот смотрите, видите? То
То есть у меня здесь совсем вот неровная линия, да, видите? Поэтому мне нужно хотя бы, конечно, ее привести, довести до ума. Сюда она у нас не дотянулась, вперед она не дотянулась, поэтому будем ее создавать просто новенькую. Вот это все убираем тогда лишнее по центру. И параллельно полу мы с вами простригаем. Не надо вести в челку, просто параллельно полу. Опять же подтягиваем все к центру. Оль, ты мне тогда, значит, напиши, какие краски я тебе тогда говорила. Надо чуть-чуть сменить оттенок. У тебя зеленоватый уходит. Угу. Хорошо? Угу. Будешь тогда новую чуть-чуть себе купишь формулу, ладно? Угу. Все, насколько дотянулась, да, говори, что? На основе старых. Да, да, мы не будем менять пропорцию твоего цвета. Если ты захочешь семерку, может перейти. Просто чуть-чуть оттенок другой дадим. Так, теперь с вами проверяем нашу стрижку. Мы с вами освежили макушку для того, чтобы создать все-таки более красивую форму. Опять же, мы с вами берем соединение у нас височной зоны и теменной зоны. Я вас уже учила. Помните, мы натягиваем все с вами. Только не забывайте, смотрите рост волос. От этого все зависит первое натяжение. И смягчаем чуть-чуть вот эту линию. Потому что у нас с вами стрижка, она будет с уголком, естественно, потому что у нас все-таки угол с вами здесь мы пытаемся создать. Но так как у нас теменная зона была короче, нам надо немного смягчить, чтобы резко двух линий не было. Именно на стыке. Теперь мы с вами переходим уже к сушке и дальше будем дорабатывать стрижку. Попросите вашего модели, естественно, закрыть глаза, потому что сейчас будем сушить, иначе все вот эти волосы будут в глазках. Я пока говорить ничего не буду, потому что у меня нет наушников, вы меня не услышите. Сейчас просто буду сушить. Думаю, мама за ним. Все?
Вы когда посушили, вы теперь на сухую должны обязательно проработать окантовочную линию. Вы сами знаете, что волос у нас пластилиновый, когда мокрый, поэтому в сухом виде он ложится именно так, как он растет. И вы должны создать уже свою новую линию, красивую, именно уже на сухие волосы. Потому что здесь где-то будет что-то обязательно выскакивать. Видите, вот есть такие маленькие моменты, которые нужно обязательно проработать. Хорошо прочесывайте несколько раз, чтобы у вас красивая линия получилась. Так. Да, спасибо. Прорабатываем обязательно, вводим линию. Сейчас я вам чуть-чуть поверну, чтобы вы видели. Угу. Причесываем все очень хорошо. Видите, несколько раз причесали. Видите, вывалились чуть-чуть волосики. Прорабатываем. Видно? Так, ручку чуть-чуть поверну. Так, на бочок. Ага, хорошо. Я показала линию здесь. Теперь прорабатываем дальше здесь. Помните, я вам говорила, что здесь у меня чуть-чуть не дотягиваются волосы. Поэтому мы уже просто закрыли на это глаза. Надо чуть-чуть подрастить к следующей стрижке, они четко получатся.
мы с вами дальше прорабатываем. Потому что в сухом виде, если откинуть, не очень будет видно. Но вы сами вот это окошко не сделаете ни в коем случае. У нас волосы могли попасть за ухо, поэтому обязательно проверяйте, чтобы нигде ничего лишнего у нас не торчало. Так, на бочок. Сейчас я вам поверну. Причесывайте хорошо. И дальше с вами очищаем линию. Также мы с вами у лица дорабатываем. Угу, давай быстрее. Угу. Все живые люди, так что чуть-чуть терпим. Можете пока поспрашивать что-нибудь, если хотите. Также у лица челку дорабатываем. Когда вы создали уже вот эту линию ровную, все, мы с вами берем и методом поинтинг на расческу облегчаем только лишь край, наш край. Вот смотрите, я не делаю это глубоко. Давайте поближе чуть-чуть подведу. Глубоко делать не надо. У нас эта стрижка считается тяжелой. Берем и только по кончикам. Только для того, чтобы она стала пушистой. Видно? Давайте с этой стороны. И все вот таким образом мы с вами прорабатываем по краевой линии, то есть по окантовочной линии. Так как у нас с вами стрижка в стрижке, и эта линия у нас не вошла в длину, поэтому мы с вами обязательно прорабатываем и все наши верхние зоны. Натягиваю, чтобы линия у вас была ровненькая, нигде не волосы не спутанные. Перпендикулярно пряди ставим ножницы и облегчаем. Извиночка. Все делаю. Не, ну я же не вижу тебя, поэтому ты же ноги как ты его закрытыми глазами можешь куда убрать. Так что все. Я не хотела.
длину ни в коем случае не убираем. Ну вот видите, какая у нас уже стрижка получилась. Да, можешь потрясти, да. Да, да, да. Она имеет свойство, если вы правильно подстригли стрижку, когда трясешь головой, она опять ложится на место. То есть ничего поправлять не надо. И как всегда мы с вами сдуваем все волосы. Для того, чтобы не мыть второй раз, надо все аккуратненько, тщательно сдуть. Выдуть волосы из волос. Тавтология. Если у вас волосы растут ниже, и вы не можете сделать длинную стрижку, потому что не хочет ваша клиентка, вы тогда вот эти волосы снизу просто подбриваете, приподняв вот эту затылочную зону. Подбриваете, подчищаете внизу. Ну вот сейчас мы с вами распаковываем и будем уже смотреть на наш результат. Так. Можешь потрогать свои волосы, Оль. Вот наша модель. Спасибо большое. Вот она. Спасибо, Олечка. Видите, как красиво ложатся волосы? Видите, мы ничего больше не делали. Видите, просто раздули феном, и волосы шикарно ложатся. Эта стрижка на самом деле, это просто бомба. Она действительно очень хорошо смотрится. Вот вам показывает Олечка, что она трясет головой, она все равно остается объемной. После мытья то же самое. Вот видите, сейчас я вам со всех сторон ее покажу. Сейчас я вас разверну. Ага. Так. Так, Олечка, давай, вертимся. Так. Вот я показываю снизу. Вот такой у нас объем. Вот смотрите, как красиво ложатся. Можешь потрясти нам, Оль. Угу. Угу. О, отлично. Ну вот, главное, чтобы клиент был доволен. Спасибо, Олечке, большое. Мы сейчас с вами пойдем работать уже со схемой. Сейчас я провожу нашу модель и будем ждать другую. Так, я к вам вернулась. Сейчас я только ее пойду провожу. Вы меня подождите. Сейчас я провожу модель, подмету и пойдем схемы с вами рисовать. Хорошо? Так, где у меня? Вот она модель. Вот она. Ага, хорошо. Так, девчонки, вы пока мне пишите вопросы, потому что наша следующая модель придет в 6. Сколько у нас? У нас еще целых 20 минут с вами. Давайте с вами на вопросы поотвечаем. Пишите, пожалуйста, что было непонятно. Может быть, что-то в схеме нарисую вам. Пока-пока. Своим привет, Оль.
Так, давайте я почитаю, что вы мне там писали. А то я же без глаз-то не вижу. Так, когда дорабатываем периметр волос, расчесываем так, как они сами падают. Совершенно верно. Но и вы имеете в виду, что мы, когда с вами стрижем, у нас есть определенные схемы, как вы стригли, да? А значит, соответственно, вы прорабатываете по схеме. То есть у вас есть линия среза, вы должны ее поймать. Если вам надо соединить два блока, соответственно, вы прорабатываете середину. Да? Если вам надо облегчить, то вы облегчаете по линии среза. Поэтому вы смотрите просто от того, проработать, что вы хотите. Вы посмотрите на волосы, как они ложатся. Дело в том, что не все мы прорабатываем. У некоторых есть желание, когда они хотят, скажем так, более рваные какие-то стрижки, либо хотят более тяжелые. И смотрите по структуре. Просто мы не все волосы с вами филируем, просто далеко не все. У нас есть с вами кудрявые волосы, которые мы тоже под вопросом филируем. Потому что если девушка вытягивает, мы ей отфилируем, конечно же, волосы, для того, чтобы ей легче было вытягивать. А если она не вытягивает, а носит в кудре, то нам просто в принципе не надо их филировать, потому что нам... Какой вот у нас принцип получается? Когда мы с вами отфилировали, волосы разной длины, правильно? Вот так. И они легко входят друг в друга, да? Такой принцип расчески, понимаете, да? А если волосы у нас с вами не отфилированы, они все на одной длине, и им уже сложно войти между собой друг в друга. Поэтому получается, что и когда кудри, нам нужно создать объемные кудрявые локоны, а соответственно нам нельзя филировать. Поэтому все зависит от того, что вы стрижете, какую форму вы подобрали своей клиентке. Так, давайте посмотрю, что еще вы спросили. Так. Так, на затылке. По диагонали стригли, да, Лен. Я вас обучаю, когда я стараюсь вам показать именно так, как я стригу. Почему по диагонали? Я вам уже говорила, потому что если вы делаете по прямой натяжение, чтобы вам увидеть вот эту линию, да, то есть вот эту, вам надо здорово согнуться. И каждый раз смотреть эту линию, а у вас в этот момент может рука уйти. Поэтому гораздо проще вам вывернуть по диагонали, а не вот так, да, не по вертикали, а по диагонали, для того, чтобы встать ровненько, и вы уже будете видеть конкретно свои контрольные пряди, будете по ним стричь, и вы будете контролировать натяжение, потому что натяжение нам нужно 90 к голове. 90 к голове, оно, как правило, да, мы всегда это соблюдаем. Единственное, у нас иногда с вами меняется угол, если у нас с вами стоячая, то есть контрольная прядь не передвигается, которая, да, вот если мы с вами как боб там с удлинением к лицу стрижем, либо каре с удлинением к лицу, у нас с вами прядь контрольная не двигается, и мы подтягиваем все к ней. А если у вас переходящая, то есть транзитная прядь, то вы, соответственно, должны четко ее, эту прядь натягивать 90 к голове. И чтобы вот так каждый раз изгибаться в одну сторону и в другую сторону, ну, в общем, это очень сложно. Поэтому попробуйте научиться на диагональ переходить. Так, давайте дальше посмотрим. Так. Так, ну почему иногда кудряшки... Так, куда-то ушло, сейчас, секунду. Так, ну почему иногда кудряшки в филировке смотрятся интересно? Вы говорите про локоны или про кудри натуральные? Если вы делаете кудри натуральные, кудри у девчонок свои, не надо филировать. Если она носит кудри, вы поймите, что у нее будут сопли просто висеть, в каком-то месте будут сопли. Если вы создаете... Ведь смотрите, кудри у нас что? Да, если вы подстрижете по прямой, да, у нас с вами что? Это массивная стрижка. И волосы будут просто стоять треугольником. Так, поехали, я вам сейчас покажу. Так, давайте вспоминайте, массивная стрижка. Вот у нас с вами линия прямая, да, у массивной стрижки. Да? У массивной стрижки вот эта линия, она прямая. А значит, соответственно, если волосы кудрявые, то расширение будет вот такое в этом месте. Понимаете? Зачем ей вот такое расширение в кудрях?
Правильно? Поэтому мы с вами, как правило, когда кудри делаем, не филируем и делаем какую-то ей форму. Именно делаем форму, объем в том месте, где ей идет. Да? Ей не идет, как правило, вот здесь она мучается. Поэтому мы делаем либо ей каскад, да, если у нас с вами каскад, вы помните, каскад у нас с вами приобретает вот такую вот форму. Да? И кудри будут вот эти равномерно распределяться. Либо делайте ей равномерную, но тогда будет у вас просто конкретный шар, если мы делаем равномерную. Либо мы с вами делаем все-таки, как я вам уже показала, градуированную форму. И кудри будут вот в этих 3 случаях лежать хорошо. Но просто шар далеко не всем идет, вы тоже это имеете в виду. Никогда кудри красиво не смотрятся в массивной стрижке. Вот если она массивную стрижку носит, она кудрявая, она вытягивает, супер, делайте ей драные кудри тогда. Либо если она перекручивает свои кудри в локоны, тоже они будут красивее смотреться внизу, потому что они более легкие. То есть будет более тоненький плавный кончик. Потому что если вы сделаете на тяжелый кончик вот этот вот локон, а кудрявая девушка, у нее волос, если вдруг очень много, если мало, вообще не вопрос. Вы можете не филировать ее даже на локонах. Но если у нее много волос, волос толстый, будет плохо смотреться именно на кончиках. Поэтому вы просто, я говорю, учитывайте структуру волоса и учитывайте пожелания, которые все-таки хочет и как носит, главное, ваш клиент. Так. Так, когда дорабатываем, это я вам уже расчесываем так, как они так дальше. Так, кудряшки филировки смотрятся интересно. Так, это я вам, почему волосы при прямой линии под ушком подпрыгивают. Смотрите, у нас с вами конкретный рост волос идет, да? У нас с вами наша вот голова, да? Вот у нас ухо. Рост волос идет же как за ухом. Помните, ну у кого-то височек спускается, а у кого-то нет. Помните, вот так вот рост волос идет. Правильно? Вот так вот рост волос. Вы делаете здесь прямую линию, окантовку. Видите, здесь нет волос. Вот здесь нет волос. Волосы вот здесь натягиваются вот сюда, вот из этой точки. Здесь нет волос. Поэтому, когда высушивается, оно подпрыгивает. Поэтому вы этот момент учитываете. Я вам как раз сказала об этом, когда стригли вот нашу последнюю модель, вот эту сейчас, Олю. Я вам сказала, у меня не дотягиваются, там окошко я вам показала. То есть стрижка была сделана не мной, я ее позвала специально для вас, потому что, ну, изменились, скажем так, возможности. И, конечно же, стрижется каждый человек там, где он может подстричься. Я специально позвала ее для вас, потому что на ней прям четко видно, как ложится вот эта стрижка с эсом. То есть это на самом деле очень красивая стрижка и на тонкие волосы. Но, к сожалению, модели не все очень, если каре, не все очень модели желают показываться вам. Так что вот этим моделям, которые захотели вам показаться, большое спасибо. Так, ну вы поняли, да? Если каре. Хорошо, мы с вами вот эту вот круглую, да, подстригли форму. Вы не забывайте, что здесь за ушком у нас они просто, когда высушиваются, их меньше количество, и они поэтому подпрыгивают. Здесь у нас количество больше, и они здесь лежат. Здесь короткие, они никуда не подпрыгнут. Поэтому и получается, что здесь они более легкие, поднимаются, получается вот такое вот окошко. Это вы учитываете тоже, когда стрижете. Поэтому, когда мы с вами стрижем, да, например, допустим, мне, видите, модель-то... я сейчас свою девочку принесу, сейчас, секунду. Вот, смотрите, девочка наша, да? Сейчас посмотрим с вами рост волос. Вот про что я вам говорила. Да, вот он, смотрите, рост волос у нас. Вот он идет. Так, сейчас, секунду, не получается мне вам показать ее. Вот, видите? Вы хотите простричь ей... Господи, мешается мне все. Видите, вот здесь вот ровную линию. Вот здесь, видите? Вот здесь у нее будет ровно лежать. А здесь вот это уже, когда вы берете, ведь чтобы продолжить линию, нам надо вот здесь прядь натянуть. Видите разница? Этой пряди, да, внизу и этой.
Видите? Вот поэтому у нас, когда высыхают волосы, вот эти вот подпрыгивают наверх. Поэтому, когда вы стрижетесь, это место всегда, ушки у некоторых торчат. Вы расческой взяли и сверху, когда мокрые волосы, чуть-чуть вот так вот сделали расческой, то есть наступили здесь, чтобы они не приподнялись чуть-чуть. И тогда уже постригаете зону. А потом, если она вам будет казаться длинной в мокром, вы ничего все равно не делаете, вы дорабатывать будете только на сухую, потому что они как раз в сухом виде подпрыгнут, и, соответственно, у вас как раз получится ровная линия. Вы это тоже имейте в виду. Зоны вот эти ушка, вот здесь, да, где переход у нас идет, то же самое, как и вот эти зоны залысин, про которые я вам тоже говорила, всегда прорабатывайте очень аккуратно и всегда делайте на удлинение. Всегда. Иначе вы будете всегда иметь вот это вот называемое подпрыгивание. То есть окошки, дырочки такие будете иметь, никогда линии красивой у вас не будет. Вот этой зоны имейте в виду. Что касаемо про каре. Каре то же самое, да? Рост волос у нас, как я вам показала, мы с вами стрижем линию каре. Правильно? Поэтому, если у вас удлинение, либо прямо, не забывайте, что когда мы с вами работаем, здесь вот у нас с вами идет сагитальный пробор. Ой, извините, я себя показываю. Так, значит, вот у нас линия каре, да, с вами идет. Вот она, линия каре. Сагитальный пробор. С вами то, что вот у нас здесь, за ушком, вот эта вот зона идет. Мы все подтягиваем сюда. Да? Потом, когда это все вот так опускается, вы здесь уже выравнивать будете линию. Но сначала вот эту линию всю подтягивайте сюда, для того, чтобы не зарезать вот эту нашу линию, чтобы не было вот этого окошка. Вы всегда перестрахуйтесь. Последние две пряди, то есть когда вы с вами идем стричь, сейчас, секунду, я вам нарисую затылок. Так, когда мы с вами работаем на затылке, сейчас я нарисую затылок. Значит, вот смотрите, у нас с вами идет вот здесь ушки, да, у нас с вами, и вот эти вот линии пошли. Вот это у нас с вами краевая линия первая, да. Мы с вами ее простригаем, но здесь, в общем, понятно. Значит, у нас с вами идут первый пробор обязательно такой, потом мы с вами переходим в диагональку. Значит, сначала у нас с вами идет, подтягиваем, да, все сюда, либо, если удлинение, то сразу все подтягиваем сюда. Я не знаю, какую вы стрижку хотите, но неважно. Если вы хотите такую, как вот мы сегодня с вами двигались, да, то передвигаемся, и последние две, раз, два, видите, вот это вот 1 и 2. Так, не видно, вот это вот 1 и вот это 2. Вот эти две последние подтягиваем к третьей. Вот это раз, два, подтягиваем к третьей. Вот сюда подтягиваем. Раз, два, к третьей подтягиваем наоборот. Короче, в общем, непонятно нарисовала, но может быть понятно. То есть последние две пряди подтягиваем к третьей. Никогда не зарезайте вот это. То же самое, что касаемо лица. И тогда у вас будет все получаться. То есть последние две, когда вы стрижете линии, если вы стрижете их не в диагонали, а в вертикали, простите, сейчас я воды принесу, говорить уже не могу. У нас с вами вот это первая, вот это вторая, вот это третья, и пошло, да? То мы с вами вот эту и эту уже с вами подтягиваем сюда. Понятно? То есть обязательно вот эти последние две, что с этой стороны вот эти последние две будем подтягивать, все подтягиваем сюда. Только тогда вы не зарежете. Лучше вы потом это опустите, то есть у нас с вами это опускается, и у вас тогда будет ровная линия. Потом вы ее просто прострижете уже после, когда будете дорабатывать. Так, ответила на вопрос. Какие еще вопросы? Давайте посмотрим. Понятно. Ну, отлично, что понятно. Сейчас я не знаю, какая стрижка у нас придет. Мы сейчас с вами... Я просто не помню, если честно. По-моему, там у нас что-то мы соединяли короткое каре там с чем-то. В общем, сейчас придет наша модель, я вам покажу. Я сейчас за водичкой схожу и будем ее ждать. Сколько времени нам осталось? Не вижу я.
Все понятно. Ну, отлично, Леночка. Так, я время не посмотрела. 10 минут нам осталось, сейчас она подойдет. Напишите, давайте еще какие вопросы. Я сейчас за водичкой схожу, а то у меня горлышко пересохло, много говорю. Сейчас я за водой схожу, пишите. Какие вы еще стрижки хотите увидеть потом в дальнейшем? У нас с вами последняя будет точно короткая стрижка с короткой челкой. Я вам ее показывала, уже отдельное видео снимала. Но так получилось, что я ее уговорила, и она придет именно для вас сегодня моделью. Не все хотят, к сожалению. Ну ничего, работаем, стараемся. Напишите, какие еще вы хотите стрижки. Я, может быть, что-то подберу, выставлю. Какие, может быть, еще окрашивания хотите. Напишите, я сейчас как раз почитаю, пока мы ждем нашу модель. Поговорим по поводу этого. Ну и самое главное, это вы же помните, что я же обучаю еще лично всех. О, какая я чумазая, хоть в фартуке. Вы приходите ко мне на обучение. Ага. Ну так это же прекрасно, если у вас все получается. Вот эта стрижка, которая сейчас на Ольге, это достаточно сложная стрижка, хоть она кажется, что стрижется легко. Это точные стрижки, это стрижка по Видалсасуну. Единственное, здесь мы с вами изменили, у нас изменилась теменная зона, потому что теменную зону мы с вами не смогли дотянуть до стрижки, поэтому у нас опять же получилась стрижка в стрижке. То есть получается соединили формы. Но вот эти стрижки, точные стрижки, они очень тяжело стригутся, поэтому вы будьте очень аккуратны и идите маленькими шагами, то есть делайте маленькие проборы для того, чтобы вам никаким образом не зарезать, не отрезать, и у вас все было четко. Потому что если вы делаете большой шаг, соответственно, у вас идет небольшое смещение. Но, знаете, я не знаю, как по поводу стрижек, я как бы онлайн со стрижками не занималась, но если вам все понятно, что я показываю, как бы, то можно, наверное, попробовать. А колористика онлайн прекрасно проходит, то есть колористику мы можем с вами обучиться и онлайн. Я все расскажу, покажу. Значит, вот я по поводу этих стрижек. Вот эта стрижка Сессон, она достаточно тяжелая. И если вы еще найдете, я там вам показывала стрижку лисий хвост. Это тоже по Видалсасуну. Это тоже достаточно сложная стрижка. Ее нужно понять, чтобы подстричь. Потому что здесь конкретные четкие линии идут. И нельзя их менять. Если вы натяжение сделаете неправильное, то у вас стрижка просто-напросто не получится. Поэтому посмотрите вот эти вот стрижки, потренируйте на моделях. Ну, лучше, наверное, не на клиентах, а на ком-то на своем сначала. Потому что это действительно сложные стрижки. Давайте пишите, что вы хотели бы еще от меня увидеть. А я как-нибудь, если у меня получится соединить ваше желание с моими возможностями, то я, конечно же, вам это все покажу. Так что пишите окрашивания, какие хотите, стрижки, что хотите. И я уже дальше буду думать, что я могу сделать для вас. Ну да, когда мелкий шаг, то форма получается замысленной, что ну, для точных массивных форм. Да, и также это касается каре. Все-таки каре, если вы делаете градуированные каре, то это тоже достаточно точная стрижка. Вы тоже должны четко представлять, что вы делаете, не на бум. То есть всегда думайте перед тем, как подстричь. Вообще любая стрижка – это геометрия. Вы должны сначала проекцию в голове себе нарисовать, а потом уже подходить к стрижке. То есть вы должны четко нарисовать проекцию, как вы будете стричь. Почему даются вот эти схемы? Именно схемы даются для того, чтобы вы могли понять, как правильно натягивать, как правильно срезать, как правильно держать руку. Вот, и тогда у вас получится именно то, что как бы вы хотите.
Но, вы знаете, когда приходит клиент с фотографией и говорит, я вот это вот хочу, вы же понимаете, что не всегда получается то, что хочу. Потому что на фотографии другой человек, у него другие волосы, да, его другой мастер, в конце концов, стриг, да, и волосы по-другому растут, окрашивание другое, да, то есть все как-то по-другому. И, соответственно, когда вы стрижете, и вы говорите, я постараюсь приблизить к вашему желанию эту стрижку, да, но у вас она немного будет выглядеть по-другому, потому что иногда клиенты у вас уходят недовольные, говорят, вы мне подстригли не то, что я хотела, это то, но просто на этом клиенте, на этой клиентке смотрится по-другому. Вы просто не забудьте это оговорить, что структура волос другая, там укладка на фотографиях, об этом вы не забывайте. И еще по поводу укладок. Обязательно тренируйте руку на укладках, потому что все-таки укладка должна держаться долго. И человек все-таки любит больше объемные укладки. Всегда можно ее опустить или просто посушить, если девушка не любит укладку. Да, хлеб тоже режем по-разному, да, Леночка, согласна. Вот, и обязательно потренируйтесь с укладками, потому что были у меня девчонки, тоже вроде мастера, а укладка вообще просто лепешка, когда вот салон у меня был. Но постарайтесь все-таки проработать с укладками, потому что все-таки создать вот эту живость, это всегда нужно. Даже если вы не пользуетесь укладочными средствами, вы придавайте форму стрижки. То есть всегда подсушиваете с расческой, то есть направляйте так, как она потом дома будет за ней ухаживать. Потому что когда вы подстригли, и вы просто сушите, а не укладываете, клиент видит, что эта стрижка действительно легка в дальнейшем уходе за ней. И дома она будет с ней справляться. Поэтому переходите больше как бы на сушку по форме, чем на укладку. А первой модели Леоноре я делала укладку, потому что она старой закалки девушка у нас, и она просто любит укладки. Так что делайте укладки только тем, кто любит. А так в основном вы будете экономить время, если вы будете сушить по форме. Это и облегчит ваши силы, то есть вы не сильно будете уставать, но в то же время это выглядит очень хорошо. Так что вот я вам рекомендую. Ну, конечно, если она хочет дом на голове, то создавайте дом. Можете даже использовать на час. Так, какие давайте еще вопросы? Где-то наша модель. Сейчас, наверное, уже придет. Поскольку я ее записала. Сейчас я посмотрю. Ничего себе. Девчонки, а я ошиблась. Она в 6:30 придет, а не в 6. Наверное, она не может раньше. Наверное, по какой-то причине она, наверное, работает. А я забыла. Давайте тогда пошли поговорим с вами например, допустим, о колористике. Либо, если хотите, мы можем с вами выйти и зайти через полчаса. Напишите мне, что вы хотите. А я-то жду в 6. Надо же. Ошиблась. Так, как вам удобно, да? Как мне удобно. Ну, давайте, может быть, я тогда чуть-чуть отдохну, потому что мы с вами о колористике еще поговорим с последней моделью, пока она будет сидеть в краске. Давайте так. И мы с вами соберемся чуть позже. В 6:30 придет моя модель, и я вас обратно подключу. Договорились? Давайте, вы не теряйтесь. Я вас жду. У нас еще работа предстоит с вами до 10 часов. Так что давайте, приходите. Попейте чайку, перекусите что-нибудь. Спасибо. Я тоже об этом думаю. Давайте. До встречи.